Дорогие друзья, приветствую вас снова из Санкт-Петербурга, площадь Восстания, Московский вокзал, гостиница Октябрьская. Сегодняшняя прогулка у нас будет по Суворовскому проспекту и попробуем дойти до станции метро Чернышевская. Начинаем мы по так называемому Староневскому, пойдем в начало Суворовского проспекта. Есть парочка интересных фактов на данном участке. Первый из них уже справа от нас через дорогу, там, где сейчас гостиница «Космос». Раньше это был паркинг. И данная гостиница была построена по-моему, в 2008 ли году. А на этом месте раньше было такое полутораэтажное маленькое, то есть первый этаж там наполовину был заглублен под землю. Но вот его снесли, построили современное здание. Подходим к этому перекрестку. Как раз здесь у нас начинается современный Суворовский проспект. Дальше уходит Невский в сторону Александра Невской лавры, но нам налево. Одна из отличительных особенностей с самого начала Суворовского проспекта, даже по этому зданию можно посмотреть, что как-то оно не оформлено никаким образом и как будто просто обрубок. Дело в том, что изначально этого участка между Невским проспектом и вот следующим перекрестком, там, где вторая Советская улица, просто не существовало. Ну, видимо, предполагалось, что здания будут плотничком друг к другу. Раньше эта часть города называлась Рождественской Слободой по имени Церкви Рождения Христа. Все современные советские улицы имели название Рождественские, 10 штук, так и назывались. Первая Рождественская, вторая Рождественская, ну и, соответственно, по аналогии они были переименованы в советские. Ну и вся современная застройка по Суворовскому — это конец 19-го, начало 20 веков. Преимущественно стиль модерн, как раз присущ началу 20 века. Есть у меня в кармане подсказочки, так что буду подглядывать и зачитывать. Здесь перейдем.
сейчас через дорогу. Это кирпичное здание. Это поликлинический корпус детской больницы имени Рауфуса. Далее по Второй Советской уже сама больничка, стационар, скорее всего. Но здесь поликлиническое отделение. В 1866 году в связи с эпидемией холеры в этом районе, назывался он тогда Пески, так как почва была с большим количеством песка, он был открыт временный холерный приют здесь. Через год этот приют стал Рождественской больницей. И в 1872 году при нем возникло первое училище для подготовки медсестер, сиделок и фельдшериц. В 1804 году здание начали капитально перестраивать. Ну и теперь эта территория больницы занимает целый квартал. Она считается лучшей больницей в городе. Вот через перекресток, это трехэтажное здание 1864 года постройки. Правда, его пытались перестраивать в 1903 году. Собственно, как и дом справа был построен в 1903. Но сильно лучше его не сделали. Все равно как будто бы из разных эпох. Вот для тех, кто хочет понять, что такое модерн, стиль архитектурный, то вот этот дом яркий образчик данного стиля. Вот, а на месте дома номер 8, который очень сильно пострадал при бомбежке во время Второй Великой Отечественной войны, Второй мировой и Великой Отечественной. На его месте в 1950 году как раз был построен уже дом в стиле сталинского неоклассицизма. Ну а вот здесь уже на углу с 4-й Советской это трехэтажное здание было построено еще в 1810 аж году. В 1858 году было восстановлено после пожара. Ну и стоит до сих пор. Ну а мы вот тут, догадаться, пересекаем 4-ю Советскую. Идем дальше. И видим дом номер 12.
Нет, он должен быть уже 16-м по Суворовскому проспекту. Ну, был построен в 1935-38 годах управлением Октябрьской железной дороги. И в советские времена на первом этаже находилась кулинария. Ну и, как видим, здесь сейчас находится кафе «Кондитерская Север». Пятая советская. Ну и через дорогу у нас очередной сталинский неоклассицизм. Это бывшее здание Института гипроспецгаза. Устроено в 1958 году. Ну и как сейчас это какое-то из подразделений «Газпрома». Вывеска «Гипроспецгаз» есть, и вывеска «Газпром проектирования». Ну, тоже, да, институт проектирует что-то. А здесь, на углу 6-й Советской, в 2003 году построили это современное здание гостиницы «Эмеральд». Ранее на его месте стоял дом, такой 4-этажный, по-моему, фотографии сейчас приложу, в котором был кинотеатр «Совет». Но вот гостиница тут, скажем так, немного диссонирует с общей архитектурой, но сильно, конечно, не убивается, но, как говорится, и та самая, или место той самой церкви Рождения Христова. Здание это уже современное, ибо при советской власти Рождественская церковь была разрушена, разобрана, но вот в последние десятилетия на ее месте построили новую. Переходим в 7-ю Советскую. Нормально все. В течение полугода я ездил без медфотки.
Здесь у нас через дорогу Суворовский 25. Тоже такой представитель модерна, насколько я понимаю. Половина дома переделана под гостиницу. Ну а сейчас в кадре Суворовский 26. Дом постройки от 1897-98 годов. Ну и в нем тоже когда-то был кинотеатр, назывался «4 валета». Сейчас во всех таких старых домах на первых этажах магазинчики. Ну и кто во что горазд, лепят разные крыльца. У кого-то и совсем их нету, кто-то вот как-то оформляет. Не было конвертации доллара. В Петербург, кстати, пришла весна. Мы надеемся, что уже окончательно. По крайней мере, на майские прогнозируют отличную погоду. Ну, вот тут у нас через дорогу, можно сказать, совсем новый дом. Хотя по внешнему виду вроде не скажет, но он построен на месте Мефодиевской церкви и детского приюта Святого Мефодия. Ну а после многочисленных реконструкций, скажем так, дом был разрушен, и на его месте вот построен уже этот новый в 1990 году. Ну а напротив его, на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко, названной в честь активного участника революции 17 года, находится сквер. Сквер, в принципе, никогда не был особенно красивым, но все-таки в летнее время в зелени он выглядит поприятнее, когда все эти стены домов прикрыты. Но почему-то его выбрали памятником, точнее памятным сквером имени Галины Старовойтовой. Ладненько. В очередной раз переходим Суворовский на другую сторону. Хочется в тень. Что-то меня тут на солнце напекает.
Вот там уже вдалеке виднеются белые купола. Смольного собора. Справа здесь сейчас вот такая стеклянная стройка, это еще стройка советских времен. Что-то типа дома быта планировалось здесь, но и сейчас здесь располагаются услуги для населения, скорее всего. Много людей. А вот слева у нас уже здесь с 1901 по 1903 года Николаевская академия генерального штаба. Потом ее переименовали и до 1917 года Императорское Николаевское военное училище. Ну а ныне это Военная академия связи. Здание построил в 1901 году архитектор Гоген. Ну и, соответственно, в стиле неоклассицизма. Тут из-за забора такого замечательного мы ничего и не видим. Вот тут за колючей проволокой аж. Раньше при входе был установлен памятник воспитанникам академии, павшим в боях. Но после революции памятник был снесен, а сейчас на его месте должен стоять памятник Александру II. Да, вот он стоит. Но здание в реставрации. Вот это розовое здание, через дорогу такой нарядный маленький особняк. Это дом, так называемый дом, построен в стиле неоклассицизма в 1891 году, перестроили в 1915. В нем сейчас находится ЗАГС Центрального района. Раньше этот район назывался Смольничем. Ну и из-за того, что это ЗАГС, все-таки здание сейчас как снаружи, так и внутри выглядит очень неплохо.
здесь мне бы хотелось уже по Суворовскому не идти, а свернуть налево на улицу Таврическую. Как вы можете догадаться, по ней мы дойдем до Таврического сада. Так нам будет ближе до Чернышевской. Таврическая улица была проложена в конце 18 века, но окончательно ее облик сложился в начале только лишь 20-го. Когда ее нечетная сторона была застроена жилыми домами. Улица начинается от Суворовского проспекта и заканчивается тупиком у водопроводной станции. Там у нас водоканал. Пересекает Кирочную, Тверскую и Шпалерную улицы. В 1918 году она была переименована в улицу Слуцкого. Опять же, в честь очередного революционера. Ну а в 1944 году ей вернули прежнее название. По левой четной стороне Таврической улицы дома есть только до пересечения с Кирочной, а дальше у нас идет Таврический сад. Дома как раз по левой у нас по четной стороне строились с отступом от красной линии и засаживались деревьями. Раньше эта территория принадлежала Николаевской академии генерального штаба. Угловой дом, вот этот, который сейчас вы видите, бывший жилой дом служащих академии, был построен в 1901 году архитектором Гогеном. Дом почти не виден из-за зелени летом. Но во время Первой мировой войны здесь был госпиталь. Улица достаточно тихая, малолюдная. Городской общественный транспорт по ней не ходит. Здесь на месте снесенной церкви в советское время было построено такое здание. Раньше в нем был строительный трест. Что теперь, как-то что-то я даже и не знаю. Ну вот и сейчас мы прошли по правой стороне, и вот мы видим дома номер 3, 1, 3 и 5. Они были куплены архитектором и художником-акварелистом Хреновым. И на них он построил доходные дома по своему проекту. Сам Хренов в принципе построил в Петербурге более 30 красивейших домов, из них 5 на Таврической улице. Последней его работой был дворец великому князю Николаю Николаевичу на Петровской набережной. Дом номер 3, это оранжевенький, построен в 1904 году на участке, принадлежавшем баронам Стауртам. Ну и как во всех домах Хренова, красивые окна, эркеры. Кроме того, паровое и водяное отопление и очень хорошая отделка в квартирах. Дом номер 5 уже построен в 1908-1909 годах в стиле модерн. Тоже доходный дом. Ну и вот тут после капитального ремонта, хотя что-то на капитальный ремонт эти сетки не тянут.
Из дома исчезло многое. Красивые витражи, плитки, камины. Ну и кое-что, конечно, осталось. А вообще дом с множеством всевозможных украшений. Ну и одна из таких фишек Хренова — это внешняя отделка дома под кирпич. Внутрь нам, к сожалению, конечно же, не попасть. Он хороший. Так, здесь такой узенький дом номер 7. В этом доме непосредственно жил сам Хренов с семьей. Дом числился за его женой, архитектора. И архитектор любил использовать отделочный кирпич, как я и сказал. И этот дом тоже украшен им. В доме с 910 по 916 года жил известный в те годы писатель Ремезов. 5-10. Переходим к дому номер 9. Построен в 1908. Так, у нас тут поливалка. Дом построен в 1908 году. В 2013 году его владельцем был действительный статский советник, мировой судья 14-го участка Решетов. Он был владельцем домов номера 43-45 по Суворовскому проспекту. Ну а в 17 году домом владел потомственный дворянин в чине коллежского эсессора Гамдорв. Дом номер 11 построен на участке наследников купца Котова. В 1909 году также Хреновым. А после 2012 года его купила жена министра юстиции Щегловитова Мария Федоровна. Так, 13-й угловой дом. Это уже угол с Кирочной улицей. В советское время Кирочная называлась Салтыкова-Щедрина. Шестиэтажный доходный дом 1908-1909 годов постройки. Стиль эклектика. Архитектор Вилькин. В 1912 году домом владел купец второй гильдии Шахназаров. Сам он жил на Театральной площади. Ну а здесь содержал кондитерскую Иванов, мастерскую кондитерских изделий и кладовую ягод. Ну и интересно, что и в советское время там также булочный был кафетерий, а потом кондитерская. Слева у нас вырисовывается за деревьями музей имени Суворова.
вот с такими мозаиками. Переход Суворова через Альпы в 1799 году. Прям такой, как московский Кремль, только кирпич белый. Государственный мемориальный музей А.В. Суворова. Государственный мемориальный музей. Так, перебегаем здесь улицу, дорогу. Все сады в Петербурге у нас до сих пор закрыты на так называемую просушку, поэтому мы в сам Таврический сад попасть не сможем. Поэтому по Кирочной улице сейчас проследуем уже до самого метро Чернышевская. Кинем взглядом музей. Настоятельно рекомендую посетить. На данный момент станция метро Чернышевская еще закрыта для входа и выхода. Там идут реставрационные работы. Поэтому попадать в данную часть города не совсем удобно. Но когда Чернышевскую откроют, обязательно сходите. Буквально от метро минуток 10. Сад закрыт на просушку. И с дронами тоже нельзя там. Здесь есть знак, что бесполетная зона. По левую руку у нас уходит улица Парадная. И вот за ней целый квартал современного элитного жилья. По-моему, то ли Газпром, то ли кто там себе отстроил. Прикрываются этими невысокими трехэтажными домиками, а за ними там уже дома повыше и пошикарней. То есть вот это все, весь ряд, это новодел.
Но когда так маскируют, мы это одобряем. Атмосферу не портит. Прямо по Кирочной можно дойти до Литейного проспекта. Всего лишь 1 километр. Там сад Дружбы. Там сейчас вот-вот зацветут вишни, сакуры. Там будет настоящее паломничество желающих розовые цветочки сфотографировать. От Восстания, конечно же, можно было дойти гораздо быстрее и ближе по улице Восстания. Но я вам сегодня показываю обделенный вниманием Суворовский проспект. Ну и как вы понимаете, по Суворовскому можно выйти через Таврическую улицу, прям Таврический сад. И уже через Таврический сад, а он вот-вот откроется, насквозь пройдя, попасть на улицу Фурштадтскую и по ней уже к метро Чернышевская. Ну, если надо, то сразу же уехать далее. Всевозможный городской транспорт, самокаты, велосипеды. Уже начинают выбираться на улицу кафешки, где вы можете посидеть с удовольствием. Хотя вот улица Восстания сама по себе тоже интересна. И прилегающие к ней улочки забавны, и дворики не менее интересны. Посмотрите, какая входная группа шикарнейшая. Ну, то есть на линии же можно ставить. Справа это у нас вход, слева арка, идущая во двор. Вот даже, может быть, заглянем. Дом с таким флигелем внутридворовым, но все равно окна громаднейшие на втором этаже, там прям как залы какие-то.
Смежный дворик. Такой облагороженный местами дворик. Местные жители стараются. Призывная фраза. Дом Радькова-Рожнова, 1899-1900, архитектор Сюзор, охраняется государством. С такой аркой. И внутренним двором, курдоньером. Всеми любимые атланты. Туда налево уходит улица Восстания, и по ней мы напрямую можем дойти до станции метро Площадь Восстания, до Невского. Ой, в Петербурге время реставрации, и в этом году как бы так необычайно много домов, которые вот сейчас заматывают эти все сетки, пленки и леса строительные. Ну а мы уже почти дошли до станции метро. Сейчас я вам покажу, в каком она на данный момент состоянии, по крайней мере, верхний вестибюль. Выйдем на аллейку, на середину.
Вот синяя пленка это. Это у нас станция метро Чернышевская. Так, перейдем. Ну, собственно, здесь тогда и зафиналимся, но вы теперь понимаете, наверное, географию нашей сегодняшней прогулки. Ну и летом, когда станцию метро откроют, вы всегда сможете отсюда добежать. Ну а я планирую снять маленький обзор уже данной местности, данной локации, пройтись по улочкам в районе станции метро Чернышевская. Так что подписывайтесь на канал, не пропустите новые видео, комментируйте, очень прошу, ставьте лайки. Ну и если кто-то может, можете кинуть донатик. За сим прощаюсь. Всего доброго, спасибо, что были со мной. До свидания.